Приветствую всех на моем канале. Сегодня мы будем вязать узор спицами. Узор — это мелкие соты. Он вяжется очень просто, намного проще, чем бы вы вязали соты обычные. Выглядит при этом очень красиво. И в это сложно проверить, но все ряды этого узора выполняются лицевыми петельками. Сейчас покажу вам изнаночную сторону. Узор односторонний. Изнаночная сторона выглядит очень красиво. Ее даже можно использовать в качестве лицевой. Как я уже сказала, все ряды этого узора выполняются лицевыми петельками. То есть узор чем-то напоминает платочную вязку. По стилю выполнения, по внешнему виду, конечно же, не похож. И поэтому посмотрите, узор не скручивается. Поэтому им очень удобно вязать шарфы. И вообще можно выполнить любые вещи от шапочки до кардигана или свитера. В сегодняшнем мастер-классе я вам покажу, как вяжется такой узор и поворотными рядами, и по кругу. Узор получается такой достаточно объемный, то есть примерно он чем-то действительно похож на платочный узор. Сначала я покажу вам, как вяжется такой узор поворотными рядами. Мы набираем четное количество петель, кромочную снимаю и первый ряд вяжем весь лицевыми петлями. Это будет изнаночный ряд. Разворачиваем вязание, приступаем к вязанию второго ряда. Кромочную я снимаю, вяжу одну лицевую, а вторую лицевую подхватываю из нижлежащей петли. То есть вот у меня петля на спице, а я ввожу правую спицу на ряд ниже. И вытягиваю рабочую нить, то есть провязываю обычную лицевую. Петлю с левой спицы спускаю. И вновь вяжу простую лицевую и лицевую, спустившись на ряд ниже. Так чередуем весь ряд до конца. И у меня осталась кромочная петля. Дальше разворачиваем вязание. Это будет третий ряд. Мы его вяжем просто все петли лицевыми. То есть все нечетные ряды мы будем провязывать просто лицевыми петлями. Разворачиваем вязание. Приступаем к вязанию четвертого ряда. Во втором ряду мы начинали с того, что первую петлю вязали лицевой. Сейчас будем наоборот начинать ряд с петлей, провязав лицевую на ряд ниже. Затем просто лицевую. И так чередуем до конца ряда. Спустившись на ряд ниже, лицевая. Я довязала ряд до конца. Вот что получилось. Дальше раппорт узора в высоту начинает повторяться. То есть мы вяжем постоянно с 1 по 4 ряд. Сейчас мы разворачиваем вязание и вяжем вновь первый ряд. То есть это ряд нечетный, он будет весь состоять из лицевых петель. Если вы вяжете такой узор в круговую, то все нечетные ряды нужно будет вязать изнаночными петельками, а все четные ряды вязать точно так же, как при поворотном вязании. Хочу рассказать вам еще один момент этого узора. Как вы уже поняли, все нечетные ряды мы вяжем лицевыми петлями, а все четные ряды нужно чередовать в таком шахматном порядке. То есть мы начинаем ряд то с одной лицевой, то с лицевой, которую нужно провязать из нижлежащей петли. И для того, чтобы быстро определить, с какой лицевой начинать ряд, посмотрите, мы смотрим на изнаночную сторону. Вот эти как барашки от изнаночных петель. И вот видите, под первой самой петлей вот эта вот барашка, она состоит из двух ниточек. Вот первая ниточка и вторая, а следующая барашка только из одной ниточки. И так как мы видим вот здесь под первой петлей 2 ниточки, значит этот ряд я должна начинать с обычной лицевой.
а следующую провязать из низ лежащего ряда. На этом у меня все. Если вам такой узор из сот показался интересным, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. До новых встреч! Всем пока-пока!